Всем привет! Меня зовут Дарья Харт, я ваша училка по английскому и мотивации. И сегодня я расскажу вам о том, как бросить есть хлеб. На самом деле речь идет не о хлебе, а о любой ситуации или предмете, или человеке, который вам не нравится и который, вы знаете, заставляет вас деградировать. У нас у всех есть такие люди, у нас у всех есть такие предметы или привычки, и часто мы тратим время впустую. Мы можем, например, бросить неэффективного преподавателя по английскому, потому что бывает так, что годами ходишь и заполняешь очередную раскраску по номерам, какой-нибудь Мёрфи, Бонг, Голицынский, и ты думаешь, наверное, со мной что-то не так, если я за 2 года ничего не говорю. Чувак, с тобой все в порядке. Если преподаватель не ставит тебе конкретных целей, ты тратишь время впустую. Итак, у вас есть кто-то или что-то, и вам нужно прекратить эту взаимосвязь. Я пробовала огромное количество способов и могу сказать, что есть 4 однозначно рабочих способа избавиться от навязчивой привязанности к чему-то или кому-то. Первое – это полностью убрать это из вашей жизни. Если вы хотите бросить есть хлеб, вам действительно нужно перестать есть хлеб. Вся эта история о том, что я только чуть-чуть покурю, брошу, я выпью сегодня полбокальчика, или я нажму на кнопку «Отложить». Кстати, да, человек, придумавший кнопку «Отложить», наверное, ничего больше не придумал. Нажму на кнопку «Отложить» только 1 раз, я проверю контакт только 1 раз в день, хотя я обещал себе не проверять, только чуть-чуть, только на немножечко. Это на самом деле не работает, потому что за одним бокалом 2-й бокал, за одним куском хлеба ты начинаешь есть еще печенье-орешек со вареной сгущенкой, и ты не понимаешь, ты не помнишь, как Остапа понесло. Бывают токсичные люди в нашей жизни, которые отнимают кучу времени впустую. Тоже, получается, вроде бы попереписывался чуть-чуть, а сил стало меньше. И вам нужно полностью прекратить контакт. Если это человек, то очень удобная вещь. Берете, пишите номер телефона этого человека, отдаете своему лучшему другу, и под страхом смертной казни или, например, 50 тысяч рублей вы этот номер не можете у этого человека получить. Все остальные контакты удаляете. И второй способ – это перестать разводить. Вот реально, не разводи. Я помню, как-то раз у меня что-то не получалось со школами, я ехала по лесу и плакала, и увидела, я была за рулем, я что-то немножечко плакала, и я увидела табличку «Не разводи». Это было про «Не разводи костер», но на самом деле это очень применимо. Если вы не едите хлеб, перестаньте появляться в местах, где есть хлеб. Если вы не встречаетесь с человеком, перестаньте входить в места, где может встретиться ваш бывший. Перестаньте ныть, в конце концов, и рассказывать друзьям об этом. Возьмите себе психолога и немножко понойте психологу, но когда вы ноете за 5000 рублей в час, вы начинаете ныть немного быстрее. Третье – это перестать просматривать фотографии, на которых фигурирует хлеб, прекратить всякий контакт с хлебом и, конечно же, ни в коем случае не создавать из этого такую трагедию, чтобы у вас было много времени об этом думать. Постарайтесь заполнить все ваше время, чтобы хлеб перестал появляться. Начинайте есть больше овощей, пить сок. Посмотрите, в конце концов, фильм, который называется «Сахар». И в целом, я могу сказать, что будьте готовы к тому, что вы захотите есть хлеб, и вам придется прожить какой-то период небольшого токсикоза, когда вы просто умираете, как хотите этого хлеба. Четвертое – это убедиться, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем хлеб. И это может быть, если вы пытаетесь избавиться от какого-то человека или от навязчивой привязанности к месту. На самом деле у вас просто маленький выбор. Мне кажется, большинство наших страданий происходит потому, что мы зациклились и думаем, что есть всего 1 хлеб в мире, и я умру, если у меня не будет кусочек этого хлеба. На самом деле все не так, и выбора гораздо больше. Пространство вариантов огромное. Если вы не читали «Трансерфинг реальности», почитайте. И я верю в то, что мы можем быть где угодно и кем угодно. Если все это про ваш английский, приходите к нам в школу англомания или записывайтесь с 1 апреля на курс BDSM английский, потому что мы выбьем всю дурь, которая у вас есть в голове. Вы забудете и про хлеб, и про неудачные отношения, вы будете просто пахать и делать домашку каждый день. С вами была Дарья Харт, а как вы бросаете есть хлеб?